Всем привет-привет! Итак, сегодня мы будем вязать вот такую вот шапочку-чепчик для вот этого вот комбинезона. Я сняла мастер-класс такой, чтобы вы могли связать, зная всего лишь одну мерку. Это обхват головы вашего ребенка. Так как детки рождаются разные, то я думаю, такой мастер-класс пригодится. Я рассказала, как рассчитать количество петель, вот эту глубину, овал лица, как узнать, это все в этом мастер-классе я рассказала и показала. Итак, вот такие 3 косички, их можно сделать не из 6 петель, а из 4 петель, если совсем малыш у вас, совсем очень маленький ребеночек, можно здесь все менять в этой шапке. Сзади вот так сделано, связана шапочка. Все это рассказывается в мастер-классе. Вот так связаны завязочки. И сзади вот так тоже провязано. Итак, комбинезон у меня связан, шапочка связана. И теперь осталось к этому комплекту мне довязать только пинеточки. Так что подписывайтесь на мой канал. И будем вязать еще пинетки к этому комбинезончику. Также у меня в планах снять видео мастер-класс прям с самого начала, как рассчитать количество петель. Потому что очень много вопросов, сколько набирать петель. И я сниму мастер-класс именно такой, чтобы от самого начала, как взяли пряжу, нитки и рассчитали количество петель. Ну, а сегодня давайте будем вязать вот такую вот шапочку. Итак, что нам надо для вязания данной шапочки? Это 2 дополнительные спицы, ножницы, маркеры, сантиметровая лента. Спицы у меня номер 2,5 Ади отсвечивает, 80 сантиметров леска. И также спицы Ади вот 3,5 сантиметра, 80 тоже сантиметров леска. Итак. Пряжа у меня Baby Wool, цвет номер 185, итак, 50 грамм, 175 метров, с нее я буду вязать 2 ниточки, 40% шерсти, 20% бамбука и 20% акрила. Вот такая вот пряжа. Я ее заказывала в интернет-магазине Пряжа Су. Сейчас для моих зрителей действует скидка 5% по промокоду Оксана. Вы можете внизу в инфобоксе посмотреть, перейти и посмотреть там. Я заказывала пряжу там. Итак, и расчеты. Расчеты у меня для всех размеров. Зная только обхват головы, вы можете связать шапочку. Итак, чепчик от 0 до 3 месяцев у меня. И примерно обхват головы 35-40 сантиметров. Я взяла среднее число 37 сантиметров. Зная обхват головы 37 сантиметров, можно вытащить все остальные цифры. Спицы 2,5 мм, 3,5 мм, я уже сказала. Пряжа Baby Wool 2 нити, сказала. Итак, я, конечно же, связала обязательно образец. Я его не стирала. Я знаю, что с ним ничего такого не происходит. И смотрите, резинка. Здесь резинка обычными бабушкиными петлями. Здесь уже я изнаночную вязала классической. Поэтому я буду вязать вот такую резинку. Итак, я вот связала образец. И у меня получилось 26 петель, 12 сантиметров. И теперь мы должны посчитать. Итак, вот эта часть, вот это в развернутом виде чепчик. Вот эта вот часть у личика, овал лица. Как мы его посчитать? Есть специальная формула. 1,5 умножаем на полуобхват головы. И плюс 6 сантиметров. 6 сантиметров это постоянная величина. Итак, полуобхват головы 37 делим на 2 будет 18,5. Полуобхват головы. Итак, подставляем цифры. 1,5 умножаем на 18,5 плюс 6 равно 33
сантиметров. Нам надо узнать, сколько это петель. 26, вот по образцу, 26 петель это 12 сантиметров. 26 петель мы делим на 12 сантиметров и умножаем на наше число 33, что у нас здесь получилось. И надо нам набрать 72 петли. Для резинки вот здесь мы набираем 72 петли. Теперь, сколько же нам вязать вглубь? Есть тоже формула. 0,5 умножаем на полуобхват головы плюс 2 сантиметра. 2 сантиметра постоянная величина. 0,5 умножаем на 18,5 плюс 2 будет 11,25. Я взяла вот 11 сантиметров. И нам вот здесь вглубь надо вязать 11 сантиметров. Количество рядов я не измеряю. Просто буду потом сантиметровой лентой измерять, сколько нам надо здесь сантиметров. 1 сантиметров мы провяжем. И дальше что мы ищем? Вот здесь часть вот эту обычно делят на 3 части. Ровненько. Но есть формула, по которой находится вот эта средняя часть. Это 0,5 умножаем на полуобхват головы. 0,5 умножить на 18,5 будет 9,25. Я взяла 10 сантиметров. Итак, 26 разделила на 12, умножила на 10 сантиметров, будет 22. Вот здесь у меня будет 22 петли я оставлю, когда начну вязать затылок. И 72 петли, отняла 22 петли центральных, получится 50, разделила на 2, 25. И поэтому здесь 25 петель, здесь будет 22 петли и здесь будет 25 петель. И потом, я, конечно же, это все буду вязать и вам показывать. И потом 25, вот эти 25 петель, когда мы будем вот эти центральные петли закрывать, но потом по центру мы еще должны сузить центральную часть. И когда у нас будет здесь 8 петель, я разбила на 3 части. И когда 8 петель мы вот так здесь закроем, мы начнем закрывать центральную часть. Это все, конечно, я покажу. И центральный узор у меня 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. 26 петель у меня центральные косы. 72 отняла 26 будет 46, разделила на 2 будет 23. И после резинки мы вяжем 23 петли платочной вязки, 26 сантиметров, 26 петель косы и 23 платочной вязки. Итак, вот такие вот расчеты. Постепенно это все буду показывать также в изделии. Ну а сейчас мы должны набрать 72 петли и вязать резинку 1 на 1. Итак, складываем в 2 ниточки. Я взяла одну нитку с центра клубка, вот из центра, а вторую снаружи, вот. 2 ниточки. Берем спицы 2,5 и набираем 72 петли. Итак, я набрала 72 петли и начинаем вязать резинку 1 на 1. Я складывала пополам спицы, 2 вместе, и вяжем резиночку 1 на 1. Первую петельку снимаю, лицевая, изнаночную я вяжу классическим способом. Лицевая обычным бабушкиным, изнаночная классическим. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца. Лицевая и изнаночная. Для меня очень непривычно, конечно, вязать классические изнаночные, но при классических изнаночных получается ровная резинка. Так что лучше помучиться немножко,
но связать красивую резинку. Итак, вяжем резинку где-то 2-3 сантиметра. Итак, резинку я провязала 3 сантиметра. Сейчас померяем. Вот резиночка 3 сантиметра. И теперь мы будем вязать наш основной узор. По расчетам берем спицы номер 3,5 и начинаем вязать. Итак, по нашим расчетам 23 петли платочная вязка. Сразу петли начинаются вместе с кромочной. 23 петли. Считаем 1, 2, вяжем лицевыми 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 петли провязаны. Дальше вяжем 2 изнаночные, 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2 и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночных, 1, 2 и 23 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и кромочная 23 изнаночная. Первый ряд провязали, вяжем в обратную сторону. Так как у нас 23 петли будут платочной вязки, то эти 23 петли мы всегда будем вязать лицевые. Первую снимаем и вяжем лицевыми. 23 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Дальше идут 2 петли лицевые, это с той стороны они изнаночные, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь, как вы видите, я изнаночный вяжу обычным способом, бабушкиным. 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И до конца все петли теперь лицевые. Итак, мы провязали изнаночный ряд. Дальше мы вяжем еще 2 ряда, лицевой и изнаночный, и будем вязать перехлесты в косах. Итак, вы сейчас самостоятельно провяжете 2 ряда, лицевой, изнаночный по узору. И так, 4 ряда это у нас получится. И в 5-м ряду мы сделаем перехлест. Все, довязываем 2 ряда. Вот что у нас получается. Здесь идет платочная вязка, не забываем. Здесь всегда лицевые. Вот здесь 2 изнаночные по краям от кос, косы лицевые.
И так провязываем по узору еще 2 ряда. Итак, я провязала, и теперь через 4 ряда первый перехлёст у нас идет через 4 ряда. Вот что у нас получилось. И теперь я покажу, как делать перехлёст со вспомогательной спицей и без вспомогательной спицы. Итак, я уже дошла до кос, провязываю 2 изнаночные. И смотрите, перехлёст у меня будет справа налево. Я вот 3 петли пропускаю, следующие 3 петли вот так подхватываю спицей, снимаю. И вот эти петли, которые снялись, первые 3, я их надеваю на спицу. И вот эти 3, которые сняли, мы возвращаем обратно. И все 6 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Теперь я покажу, как со вспомогательной спицей. Я снимаю 1, 2, 3 петли перед работой и провязываем 3 лицевые от косы. 1, 2, 3. Надеваем эти петли обратно и провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, сделан перехлёст. И так вы вяжете, как вам удобно. Вот еще раз покажу без вспомогательной спицы, как это вязать. Конечно, так, мне кажется, быстрее без вспомогательной спицы. Но если вы не боитесь, что у вас распустится. Все, довязываем. Это у нас 5-й ряд. Перехлёсты я вяжу через 5 рядов. Я вязала. Сейчас у нас будет изнаночный ряд и еще 4 ряда по узору. И будет перехлёст через 5 рядов. Точно такой же. Вяжем, пока у нас не будет вот от резинки 11 сантиметров. Все, вяжем самостоятельно. Итак, я провязала нужную мне длину. Это вот 11 сантиметров. Вот 11 сантиметров. И теперь я буду вязать только вот эти центральные части. Центральные 22 петли. Вот я их отметила. Центральные 22 петли. И вот здесь отметила 8 петель. До синего маркера будем уменьшать только центральную часть, а потом будем петли и по центральной части уменьшать. Итак, начинаем вязать до вот этого розового маркера. Все лицевыми петлями, так как по затылочной части у меня будет идти платочная вязка. Итак, провязываем все лицевыми петлями до розового второго маркера. Так, сейчас провяжем вместе с вами. Проходим синий маркер, снимаем. Здесь от синего маркера 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снимаем розовый маркер. Центральные 22 петли тоже вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21. И смотрите, вот у нас маркер. Мы не дошли одну петлю до маркера и одна после маркера. Мы эти 2 петли должны провязать 2 вместе. Убираем маркер, надеваем петлю. И смотрите, вот тут лицевая у меня развернута. Я ее захватываю за переднюю стенку и провязываем 2 лицевые
вместе. Все, провязали. Можно здесь надеть маркер, я не буду одевать. Разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю, нить перед работой, потом мы ее за работу переносим и в обратную сторону вяжем лицевыми петельками и одну петлю не доходим до маркера. Здесь у нас 22 петли, значит мы сейчас провяжем и сбоку снова уменьшим. Это принцип пятки. Пяточку вяжем точно так же. Итак, вот не дошли одну до маркера, снимаем ее, убираем маркер, а с изнаночной стороны мы провязываем 2 вместе изнаночные. 2 вместе изнаночные. Провязали, разворачиваем вязание, первую петельку снимаем и вяжем все лицевые до следующего убавления. Если вы боитесь запутаться, маркер одевайте. Я сейчас покажу, как там различить. Провязываем 22 центральных петли. Итак, вот мы доходим до убавочки. Смотрите, здесь очень хорошо видно вот такое вот большое пространство. И мы должны, вот дырка, с одной стороны от дырки и со второй стороны от дырки провязать 2 вместе лицевые. Но изнаночную, смотрите, я захватываю так за переднюю стенку и провязываю 2 вместе. Все, здесь будет вот такая лицевая дорожка. Разворачиваем вязание. Сейчас еще раз покажу. Снимаем петельку, перекидываем нитку, провязываем в обратную сторону 22 петли. Там тоже будет очень хорошо видно такое же расстояние, поэтому я маркеры убираю. Итак, довязали по изнаночной вот стороне. Вот дырка, перед дыркой, после нее мы провязываем вот так 2 вместе, захватываем изнаночной. Все, такие мы делаем убавки по краям. Вот у нас платочная вязка. Вот здесь получается такая вот дорожка из лицевых петель. До вот этих маркеров будем убавлять. Потом мы будем убавлять по центру петельки. Все, довязываем убавочки до этого маркера. Итак, я вот провязала до маркеров вот этих синих. Их можно будет сейчас снять. Вот что у меня получилось. Вот такие вот дорожки. Вот здесь по краям. Вот идут дорожечки. И уже заворачивается шапочка. Итак, и теперь нам надо по центральным, с центру, вот тут по краям, убавить 2 петли. Потому что мы уже дошли до этих маркеров, я могу его снять. Сейчас он мне уже не нужен. Итак, первую петлю снимаю, провязываю сразу от края 2 вместе, также лицевые, как мы и вяжем. 2 вместе лицевые. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 петель. Смотрите, 3 петли не доходим до нашего крайнего убавления. Провязываем также с 2 вместе лицевые. Итак, снимаем вот этот маркер, убираем. И крайние 2 вместе тоже провязываем. Все. Такие убавления у нас идут через 3 ряда. Сейчас я провяжу изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд. И сделаю точно такое убавление по краям. И такие убавления мы делаем, пока у нас вот здесь, между вот этих убавлений не останется 8 петель. Также и по краям убавляем. Все, разворачиваем вязание и вяжем 3 ряда. И будем точно так же делать убавление. Я думаю,
здесь вы уже справитесь. Здесь, как обычно, снова точно так же вяжем, как мы и вязали. И по краям делаем убавление. Не забываем, что с изнаночной стороны мы провязываем 2 вместе изнаночной, с лицевой мы вяжем лицевые, чтобы были боковые дорожки из лицевых петель. Если вы не хотите эти дорожки из лицевых петель, то вяжите все наоборот и изнаночными петлями. Вот я дошла, 2 вместе здесь крайние изнаночные провязала. Это первый ряд. Я провязала после 2 убавлений. Итак, провязываем еще 2 ряда и снова делаем точно такие убавления. Я уже одно и то же показывать не буду. Дальше вяжите самостоятельно, пока у вас вот здесь посередине не останется 8 петель. Итак, вот я сделала убавление. Вот здесь теперь по центру у нас 10 петель осталось и по краю по 6 петель. Теперь я буду вязать и убавлять только крайние петли. Центральные эти 10 петель я трогать не буду. Пока вот эти петли не закончатся, буду довязывать. Вот такая вот шапулька получается. Итак, довязываем теперь, пока вот эти боковые петли не закончатся. Итак, я закончила. Смотрите, это спереди, а вот так задняя часть выглядит. Вот с обратной стороны. И теперь вот здесь по краю надо будет набрать петли. Одинаковое количество петель. Осталось вязать завязки и вот этот по краешку. Здесь по краю, смотрите, вот здесь, когда вязали, образуется вот такая вот цепочка. Мы набираем петли по внешней цепочке с лицевой стороны, если вы набираете. Итак, набираем. Вот раз, вот так обвитием 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вытягиваем. И со второй стороны мы должны набрать, здесь я нитку обрезала, тоже 13 петель. То вот с внешней тут теперь стороны. Раз, это мы же с изнанки набираем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, с этой стороны 14, да? Значит, и здесь мы добираем еще одну петлю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 13. Ну, значит, с этой стороны еще одну петлю поднимаем. Все, вот здесь захватили петелечку. Все, подняли. Итак, петли набраты, по 14 петель по краям, 10 посередине, и откладываем шапочку. Будем вязать сейчас завязки. Итак, как мы вяжем завязки? Берем нитку и спицы вспомогательные. И сейчас наберем 3 петли. Обычным способом набираем 3 петли. Раз, 2, 3. Мы будем вязать полый шнур. Вытягиваем одну спицу и вяжем полый шнур. Провязываем 3 лицевые. Раз, 2, 3. Провязали. Спицу проталкиваем вот так в начало. Снова провязываем 3 лицевые. Все лицевые провязываем. Вот провязываем раз, 2, 3.
3 петли провязали, снова проталкиваем в начало спицу и провязываем снова 3 лицевые. Раз, два, три. И так вяжем полый шнур 30 сантиметров. Раз, два, три. Все, смотрите, вот такой вот шнурочек. Он закругляется. Вот. Так, вот такой вот шнурочек. И вот с обратной стороны он закругляется. Вот, если потянем вот так, все, он закруглился. Итак, вяжем 30 сантиметров вот такого вот шнурочка. Итак, вот я провязала шнурочек 30 сантиметров. И теперь нам надо это соединить с шапочкой и провязать также айкордом вот здесь по краю. Будем вязать. Итак, как же я это буду делать? Вот здесь проталкиваем начало и начинаем вязать. Вот эти 3 петельки мы снимаем. Вот сюда сейчас оденем. Все, переодели и вяжем. Смотрите, вот 3 петли вот эти висят здесь, мы провязываем. Раз, два, а вот эту третью и петлю от шапки мы провязываем вот так 2 вместе. Вот, провязываем 2 вместе, провязали, надеваем раз, два, 3 петли этих обратно и снова провязываем первую петлю, вторую, а третью и четвертую вот так 2 вместе, провязали, снова надеваем 3 петли обратно, снова вяжем раз, два, третью и четвертую 2 вместе, провязали, снова обратно одеваем, провязываем снова раз, два, третью и четвертую обратно. Но смотрите, как у меня петля развернута. Вот, вместе. И еще раз покажу. И провязываем раз, хорошенечко подтягиваем, 2 и третью и четвертую 2 вместе. И так вяжем до конца все эти петельки. Все, вот смотрите, вот так прикрепляется у нас и с обратной стороны. Все, довязываем до конца вот таким вот айкордом все вот эти петельки. И потом свяжем тоже шнурочек еще один 30 сантиметров. Итак, вот я довязала полым шнуром. Вот так выглядит снутри. Все ровненько, ничего не толстенько, все нормально. И я переодела, и с этой стороны теперь я точно так же буду вязать на этих 3 петлях шнур 30 сантиметров. Вот 3 лицевые, проталкиваю и снова 3 лицевые, и все. И так довязываю 30 сантиметров шнура, и шапочка будет готова. Все, вот так довязываем. Итак, я закончила завязочку и покажу, как ее закрыть. Просто 3 петельки вводим в спицу, сразу в 3 петли вытягиваем спицу, нитку, убираем и еще раз и затягиваем, обрезаем ниточку. Все, вот так затянули кончик нитки. Вот и все, шапочка готова. Вот так она выглядит. Вот сзади завязочки, косы,
И все, шапка готова. Итак, на шапочку ушло 42 грамма пряжи. И так что вот комбинезончик лежит здесь, шапочка. И еще мне осталось довязать пинеточки. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!